Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. В прошлой серии цикла рассказов «Похищенные» мы познакомились с молодой семьей Хатчинсон, которая мило проводила отпуск на пляже. Но что-то пошло не так. Из заключения предварительной следственной комиссии Департамента расследований штат Калифорния, Сан-Диего. В 6 часов утра при санитарном обходе пляжной зоны на западном побережье острова Коронадо сотрудниками администрации курорта Диего Резорт была обнаружена трехместная палатка, сожженная с одного края, и обнаженный мужчина без сознания. На место была вызвана полиция и сотрудники второго управления береговой охраны. Мужчине требовалась немедленная медицинская помощь, которая была оказана штатным врачом береговой охраны. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан-Кристофан по Федерико 26. Майкл Хатчинсон не мог понять, в чем дело. Он в сотый, в тысячный раз бранил себя за то, что психанул, за то, что начал говорить о вспышках света и прочей чертовщине, которая была точно, абсолютно точно. Он же все видел сам, взгляд жены, полный мольбы и испуга, ее открытый рот, что-то страшное и темное, надвигающееся по небу со стороны океана, а потом озаряющей вспышкой. После первого психиатрического осмотра его перевели сюда, в Тракайтера, психиатрическую клинику с закрытым режимом. Здесь тоже проводились опросы и прочие исследования. Он уже и сам не верил в то, что когда-то был здоровым человеком, а где-то была его жена и ребенок. Майкл стоял посреди небольшой палаты, мерил взглядом стены, обитые тонким полимером. Внешняя связь с миром, бронированное прозрачное стекло светило летним светом. Сколько уже он был здесь? Месяц, может быть больше. Вначале он пытался все объяснить, потом просто соглашался со всем. Когда к нему явилась женщина-психолог из департамента расследования, он даже поверил, что все изменится. Скоро ему помогут, а главное, найдут жену и ребенка. Но он ошибался. Психолог делала записи в своем блокноте, кивала головой, соглашалась и снова задавала вопросы. Врачи вели себя так же. Для них он был патентованным психом. И единственное, что они делали всем скопом, так это убеждали его самого в его психической неполноценности. Дверь зашумела замками, в палату вошли два огромных санитара, а с ними и врач, всегда учтивый, добрый лысый старик. Доброе утро, мистер Хатчинсон. Как вы себя чувствуете? Итак, врач раскрыл персональную карту пациента. На сегодня у нас сеанс гипнотерапии, потом процедура, а после у вас назначена встреча с инспектором департамента расследований. Майкл с надеждой посмотрел на врача. Может быть, наконец дело сдвинется, может быть, получены какие-то сведения. Но Майкл был научен горьким опытом. Он скрывал свое волнение. Спасибо, доктор. Отлично. Готовьтесь, приведите себя в порядок, скоро за вами придет медсестра. Майкл помнил детектива, толстого, низкорослого мужчину в шляпе, который дымил сигареты из-под усов. Но это уже на втором допросе в участке, до того, как он загремел сюда. Первый раз они повстречались в клинике. Сегодня, я надеюсь, что-то решится. Из предварительного медицинского заключения клиника Тракайтера. Пациент Майкл Д. Хатчинсон демонстрирует устойчивые признаки острой шизофрении. Причиной мог послужить очень сильный одномоментный стресс. В настоящее время проводится комплекс необходимых терапевтических и медикаментозных процедур. По итогам инструментальных исследований, пациент Майкл Д. Хатчинсон, 27 лет, страдает тяжелой формой сердечной недостаточности и аритмии, постоянно использует имплантированный водитель ритмов сердца. В настоящее время водитель ритмов заменен. Предварительно остановленный был поврежден температурным воздействием в области груди. При осмотре обнаружен сильный ожог под правым соском. Кроме того, у пациента зеркальное расположение сердца, редкое врожденное состояние. Энцефалограмма мозга не выявила отклонений в строении, также не выявлено нарушение метаболизма тканей головного мозга, что дополнительно косвенно подтверждает версию об остром шизофреническом кризе на фоне стресса. Врач, курирующий состояние Майкла, тоже ожидал прихода детектива, на которого был выписан специальный пропуск. Как и Майкл, он ожидал детектива Фоулиса, который вел дело об исчезновении жены и сына Хатчинсон. Но вопреки всему явился совершенно незнакомый мужчина, который каким-то образом смог пройти на территорию по пропуску, выписанному на Фоулиса. Врач удивленно смотрел на удостоверение инспектора. «Извините, но как вы прошли на территорию Тракайтера? Мы ожидали детектива Фоулиса, пропуск на него был заказан заранее». Мужчина в черном пиджаке холодно улыбнулся. «Детектив Фоулис с сегодняшнего дня отстранен от расследования. Прежде чем мы продолжим разговор, вы должны ознакомиться со следующим документом».
Мужчина протянул доктору небольшой в половину листа А4 бланк-карту, на которой было написано следующее. Владелец специальной карты пропуска наделен особыми полномочиями, выполняет специальное задание правительства. Отказ в содействии рассматривается как государственная измена. Внизу карты стояла размашистая подпись и множество печатей. Посередине сквозь буквы был прорисован водяной знак в виде американского флага и желтоклювого орла. Аббревиатура СДСР. Специальный департамент секретных расследований. Врач ничего ровным счетом не понимал, смотрел то на карту, то на мужчину, который ее предъявил. Извините, вы из ФБР? Дело вышло на федеральный уровень. Мужчина без спроса сел и улыбнулся. Да-да, дело Майкла Хатчинсона курируется правительственной комиссией. Что вы можете сказать конкретно по его состоянию? Врач повторил то, что считает единственно правильным. Острая шизофрения, вызванная сильным стрессом. Хорошо, это вполне логично, ведь наши сотрудники не смогли обнаружить вразумительных следов на месте происшествия. Кроме того, не обнаружены следы его супруги и ребенка. Я могу сказать даже больше. Врач заинтересованно смотрел на инспектора. У Майкла Хатчинсона вообще никогда не было жены и ребенка. О них нет никаких сведений в его биографии. Кроме того, он находился на учете, а несколько лет назад отбывал срок за хулиганское и девиантное поведение в Национальном парке Вашингтона. Врач удивленно вскинул брови. Тон инспектора и то, что он говорил, не нравилось врачу, да и было абсурдом. Но нам передали его личную медицинскую карту по адресу проживания, который был указан пациентом. Страховой полис нам передали. В карте нет никаких сведений о его невменяемости или о наблюдении в клинике пеницитарных учреждений. Мужчина снова улыбнулся. Улыбка его блуждающей была, неуверенной, лукавой и высокомерной одновременно. Совершенно верно, док. Совершенно верно. После поступления в тюрьму округа Колумбия на заключенного была заведена новая карта, которая не разглашается по гражданским учреждениям. А что касается психиатрического надзора по месту жительства, то после краткого наблюдения он был выдан на поруки местного христианского общества. Скорее всего, карта была утеряна или хранится у них до сих пор. Как видите, мы навели доскональные справки о Майкле Хатчинсоне. Ровным счетом ничего не понимаю. Так вы будете проводить беседу с пациентом или нет? Инспектор, или кто он был, по-настоящему встал. Вам не нужно ничего понимать. Вы должны просто оказывать нам содействие. Да, именно нам, потому что я представляю правительственные структуры. У меня к вам есть конкретные вопросы и поручения. Врач, бросивший пить много лет назад, в этот момент ощутил устойчивое желание прокинуть рюмку, другую, хорошей водки с лимоном. Он развел руками. Я к вашим услугам, мистер. Мистер Тейлор. Для вас просто мистер Тейлор. Итак, при обследовании пациента были ли обнаружены какие-то аномалии? Нет, ничего особенного. Хотя можете ознакомиться совсем самостоятельно. Врач встал и повернулся к шкафу позади стола, пробежался пальцами по корешкам и извлек необходимую папку. Из предварительного медицинского заключения клиника Тракайтера. При проведении ЭКГ и УЗИ сердца в структурах левого желудочка обнаружен металлический предмет, имплантированный в сердце и участвующий в естественных жизнеобеспечивающих процессах. Инспектор смотрел на врача прищуренными хищными глазами. Вами была извлечена данная структура. Врач покачал головой. Нет. Но как вы могли прочитать, она обеспечивает функцию сердца. Пациент Хатчинсон – сердечник. А мы не кардиологическое отделение хирургического центра. Если вы обратили внимание на вывеску, а вы должны были обратить на нее внимание, она при входе висит, то вы сейчас находитесь в психиатрической клинике Тракайтера. Обстановка накалялась. Чтобы как-то ее разрядить, инспектор улыбнулся. Не горячитесь, доктор. Итак, я говорил, что мне к вам будет поручение. В настоящее время следствие по делу исчезновения его супруги и ребенка закрыто. Причину я назвал вам. От вас требуется следующее. Добиться стойкой ремиссии пациента. Помочь ему избавиться от шизофреничных видений и мыслей о происшествии. Ведь вы согласны с тем, что у Хатчинсона шизофрения? Врач уже и сам был ни в чем не уверен. Все казалось до умопомрачения странным. Да, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть пациента в общество. Отлично. Помните, с этой минуты вы работаете непосредственно на специальный департамент. На этой ноте инспектор откланялся, оставив врача в одиночестве. За более чем 20-летнюю практику подобный случай был первым на его памяти. Обычный пациент, доставленный в состояние сильнейшей депрессии, скрытого стресса, с признаками шизофрении, и вдруг им интересуется хмырь из некой правительственной службы. Черт знает, что происходит. К вечеру врач стал укореняться в мысли о том, что, скорее всего, у Майкла Хатчинсона все-таки была и жена, и ребенок. Но с ними реально что-то произошло. Что-то жуткое и, скорее всего, на глазах у мужчины.
Мозг и сознание, пораженные стрессом, скрыли воспоминания, стерли или замаскировали чем-то другим, тем, что могло казаться фантасмагоричным. И скорее всего, с его семьей что-то было жуткое совершено каким-нибудь, знаете, сыночком или дочкой, а может и группой подростков, которую сейчас от возмездия прикрывает правительственный хмырь. Врач вспомнил дело сенаторского сынка Абирама Стоунса, который был замешан в торговле наркотиками, вовлечении молоденьких женщин в проституцию. Одна из пострадавших также была доставлена в клинику с кучей воспоминаний и впечатлений, которые довели ее до попытки суицида. В клинике же она и дала первые свои показания против Абирамы. Тогда в этом самом кабинете, в разное время, но вот прям в этом самом стуле напротив сидело также двое хмырей. Один агент ФБР, расследующий дело по Абираме Стоунсу, желающий упечь его за решетку, а вот второй был из агентства национальной безопасности, пытающийся прикрыть дело и защитить Стоунса. Тогда победил агент ФБР, и сенаторский сынок был в наручниках доставлен в суд, а оттуда в тюрьму. Сейчас, по всей видимости, побеждает более темные, грязные силы. Врач подтянул к себе телефон. «Марта, зайдите, я хочу дать распоряжение по пациенту М. Хатчинсону». 40-летняя Марта поспешно вошла в кабинет, подготовив медицинский формуляр. «Добрый день, доктор Макди, я подготовила пустой формуляр». Доктор кивнул. «Вы у меня большая умница. Итак, переведите пациента Хатчинсона в общую палату для наблюдений, где пребывают пациенты с легкими случаями. Поместите его в палату к пациентам, входящим в состояние ремиссии. Назначьте легкую трудотерапию и безнадзорные прогулки в закрытой секции парка. Снимите медикаментозную терапию». «Но ведь у него шизофрения, доктор». «Марта, ваше дело выполнять мои распоряжения. Кроме того, назначьте пациенту повторное кардиологическое обследование. Подготовьте карту препаратов, которые принимает пациент». Доктор увидел, как лицо Марты стало мрачнеть от его резкого тона. «Марта, вы у меня большая умница. Просто меня... простите меня за мой тон. Сегодня был трудный день. Просто выполните, пожалуйста, мои распоряжения. Кроме того, подготовьте пациента для беседы». «С кем?» «Со мной. Вот в этом самом кабинете. Хорошо?» Марта кивнула и пошла к выходу. «Марта, задержитесь. Я еще раз прошу извинить меня. Инспектор, который приходил, говорил с вами? Может, оставил визитку?» «Нет, он сразу прошел к вам в кабинет, со мной не разговаривал». «Хорошо. Дорогуша, вы свободны». День начался хорошо, но к полудню с приходом инспектора все изменилось. Встало с ног на голову правительство. Ну и хрен с ним, с этим правительством. Во главе США в очередной раз встали республиканцы вместе с Дональдом Трампом. А врач был ярым консерватором, южанином по происхождению. Он решил разобраться во всем сам. Итак, с вами снова Стрэндж. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик все уведомления. Так вы не пропустите продолжение этой страшной истории. А также высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.